Глава 1566. Мощь иллюзорной техники. Что, если скажу нет? Невозмутимо спросил Хань. Уверен, что ты не будешь так глуп, господин Даосист Хань. Какая польза от этого сокровища, если ты погибнешь здесь? Усмехнулось существо, окутанное красным светом. Вы собираетесь напасть на меня здесь? Здесь повсюду существа Цзячи, вы хотите, чтобы нас обоих схватили? На лице Хань появилось ледяное выражение. Чужеземец нахмурился, услышав это, но затем он внезапно перевернул руку, достав небольшой полупрозрачный пузырек, и предложил Хань взглянуть на него. В пузырьке была таблетка, малиновая, как кровь, но излучала золотой свет. «Господин Даосист Хань, если ты доставишь предмет звездной древней расы, то максимум, что ты получишь взамен, будет чудесную звездную таблетку. У меня есть кровавая золотая таблетка, которая лишь немного уступает чудесной звездной таблетке и также сможет помочь тебе в преодолении твоего следующего узкого места. Как насчет того, чтобы обменять нефритовую шкатулку на эту мою таблетку, господин Даосист Хань?» — спросило существо, окутанное красным светом, пристально глядя на Хань. Кровавая золотая таблетка. Зрачки Хань немного сузились. Он впервые слышал об этой таблетке, но его духовное чутье и духовный аромат, исходящий из маленького пузырька, подсказывали ему, что это необычная таблетка. Он молча смотрел на полупрозрачный флакон, по-видимому, серьезно обдумывая это предложение. Существо, окутанное красным светом, было в восторге от того, что Хань обдумывает предложение, но выражение его лица осталось неизменным, и он сказал: «Я бы посоветовал тебе быстро принять решение, брат Хань, существа Цзячи могут попасть сюда в любой момент». Чего он не заметил, так это того, что черная тень под ногами Хань стала немного тоньше и длиннее, чем раньше. Но опять же, никто не смог бы заметить это небольшое изменение, если бы все это время пристально не смотрел на тень Хань. В то же время едва заметная лазурная нить вырвалась из-под ног Хань и беззвучно исчезла в земле. «Могу я спросить, из какой вы расы?» Внезапно спросил Хань. «Что вы имеете в виду? Я явно принадлежу к расе огненной луны. Зачем вам задавать вопрос, на который вы уже знаете ответ?» Хмыкнуло чужеземное существо. «Вот как? Я думал, что ты существо Цзячи, которое собиралось забрать мою нефритовую шкатулку, а затем немедленно убить меня». Тревожно размышлял Хань. Чужеземное существо слегка дрогнуло, услышав это, но затем на его лице появилось разъяренное выражение, и он воскликнул: «Я определенно существо из расы огненной луны, как я могу быть из расы Цзячи? Меня не волнует, являетесь ли вы существом из расы огненной луной или нет, но вы собираетесь ли отрицать то, что сделали в павильоне после того, как попросили меня пойти дальше? Как насчет того, чтобы вместо этого отдать мне свою нефритовую шкатулку, чтобы я доставил их обе? Одна или две нефритовых шкатулки для меня не имеет значения», — равнодушно сказал Хань. Чужеземное существо резко изменилось в лице от его слов. Как только голос Хань затих, существо из расы огненная луна внезапно сделало печать заклинания, и вокруг его тела закрутился красный свет, затем в воздухе взорвалась красная луна, а затем исчезла высоко в небе после нескольких вспышек. В то же время его тело расплылось, и в красном свете появились две идентичные проекции его самого. 3 одинаковых фигуры сложили руки за спиной, оценивая Хань. К его большому удивлению, Хань внезапно потер руки и рассмеялся, увидев это. «Итак, вы действительно что-то замышляли все это время. Вы высвободили свою духовную силу, чтобы привлечь в это место существ Цзячи, и теперь вы готовитесь вступить со мной в битву, чтобы я не смог сбежать сразу». Все 3 идентичные человекоподобные фигуры были довольно озадачены спокойной реакцией Хань на ситуацию, и одна из них сказала высокомерным тоном: «Я не знаю, как ты раскрыл меня, когда я оставил метку на этой статуе, но я уже вызывал других в это место, так что даже не думай о том, чтобы сбежать. Если ты отдашь мне нефритовую шкатулку, я могу замолвить за тебя словечко, и, возможно, они пощадят твою жизнь». Существо огненной луны выглядело очень уверенным в себе. Это имело смысл, учитывая, что существа Цзячи находились на расстоянии менее 10 километров, так что им совсем не требовалось много времени, чтобы добраться до этого места. «Это то, что вы только что выпустили, верно?» Загадочная улыбка появилась на лице Хань, и он внезапно небрежно взмахнул рукой. Во вспышке красного света в его руке внезапно появился шар красного света размером с голову. «Невозможно! Как ты это сделал?» 3 одинаковые человекоподобные фигуры вздрогнули в унисон, и на их лицах появилось выражение шока и ярости. Красный шар света, который держал Хань, был ничем иным, как шаром духовной силы, который только что выпустило существо огненной луны. Внезапно 3 человекоподобные фигуры сразу же медленно отступили с настороженными лицами, не дожидаясь ответа от Хань.
Хань Ли слегка запнулся при виде этого, а затем на его лице появилась холодная улыбка. Он перевернул руку, и белая нефритовая шкатулка с красными талисманами, наклеенными на ее поверхность, снова появилась в его руке во вспышке белого света. Затем он подбросил коробку в воздух, и по щелчку пальца несколько полосок лазурной ци вылетело к ней. «Ты ненормальный». Отступающее существо огненной луны было сильно напугано действиями Хань Ли, и две проекции одновременно вырвались изнутри красного света. Оба они двигались очень быстро, одна из них превратилась в огромную красную руку, рванувшуюся к нефритовой шкатулке, в то время как другой бросился на Хань Ли со свирепым выражением лица. Третья человекоподобная фигура оставалась совершенно неподвижной в красном свете, поодаль. Он совершенно ясно почувствовал, что Хань Ли был невероятно могущественным существом, и в результате стал очень осторожным. Таким образом, он только манипулировал двумя своими аватарами, чтобы атаковать Хань Ли, оставаясь на безопасном расстоянии. Две проекции, казалось, были намного быстрее, чем ожидал Хань Ли, и у него не было времени на реакцию. Массивная красная рука схватила нефритовую шкатулку, в то время как другая проекция вспыхнула в воздухе в виде полоски малинового света, а затем проткнула тело Хань Ли и появилась с другой стороны. Затем багровый свет погас, и проекция снова появилась в нескольких десятках футов позади Хань Ли и обернулась, чтобы оценить его. Багровое пламя охватило все его тело, и он был сожжен дотла в палящем пламени в мгновение ика. Легкость, с которой был убит Хань Ли, стала настоящей неожиданностью для существа из расы огненной луны, и в его сердце появилось странное предчувствие вместо ликования победы. Прежде чем у него появилась возможность более подробно оценить ситуацию, нефритовая шкатулка, за которую ухватилась массивная красная рука, внезапно засветилась лазурным светом и превратилась в лазурную бусину размером с кулак. Прежде чем красная рука успела среагировать, бусинка взорвалась, и с раскатом грома оттуда вырвалось бесчисленное количество дуг лазурных молний, мгновенно пробив бесчисленные дыры в массивной красной руке. В конце концов, рука была полностью уничтожена и растворилась в пятнышках красного света. Лицо существа огненной луны побледнело, и в его глазах появилось выражение шока, и он открыл рот, чтобы выплюнуть глоток мерцающей зеленой кровавой эссенции. Внезапно голос Хань Ли раздался со всех сторон. «Я думал, что вы использовали какую-то глубокую технику создания аватара, но оказалось, что вы просто использовали технику разделения души. В таком случае я заберу два ваших аватара». Сразу после этого в воздухе промелькнула едва заметная черная полоска, после чего длинный золотой клинок устремился ко второму существу огненной луны снизу. Золотой клинок был слишком быстрым, чтобы проекция не могла ускользнуть, и она сразу же была разрублена пополам, издав вой боли. Затем две половины его тела упали на землю и также растворились в пятнах духовного света. В этот момент вспыхнул золотой свет, и из-под земли медленно, как призрак, вышел воин в золотых доспехах, вооруженный длинным клинком. После того, как второй аватар был уничтожен, лицо существа огненной луны побледнело еще больше, после чего на его щеках появился неестественный румянец, указывая на то, что потеря этих двух аватаров нанесла его телу тяжелый удар. Однако существо огненной луны также было весьма решительным. Как только его второй аватар был уничтожен, он немедленно открыл рот и выплюнул маленький зеленый колокольчик, быстро щелкнув по нему пальцем. Раздался оглушительный лязг, и во всех направлениях разнеслась волна невидимых звуковых волн с колоколом в центре. Затем на лице существа огненной луны появилось зловещее выражение. То, что он делал, невольно привлекло в это место находящихся поблизости существ Цзяочи. Однако у него не было намерения оставаться здесь, чтобы вступить в бой с Хань Ли. Его тело качнулось, и он, превратившись в полоску красного света, взлетел высоко в воздух. Однако внезапно раздалось холодное хмыканье, и, достигнув высоты около 600 футов, в воздухе над полоской красного света внезапно вспыхнул лазурный свет. Затем в воздухе появился лазурный цветок и быстро размножился. Пятнышки лазурного света заполнили все небо в мгновение ика, и все лазурные цветы лотоса стали вращаться на месте, расширившись до размеров примерно 10 футов каждый. Существо огненной луны было ошеломлено увиденным и поспешно подняло обе руки в воздух. Он одновременно выпустил в воздух короткий серебряный кинжал и мерцающий золотой талисман. Как только кинжал покинул его руку, он превратился в массивный клинок длиной в несколько десятков футов и с огромной силой по цветкам лотоса над головой. Тем временем золотой талисман издал жужжащий звук, после чего из него вырвалась мерцающая проекция золотого змея и также устремилась в воздух. С раскатами грома серебряный клинок и золотой луч почти одновременно ударили по гигантским лазурным цветкам лотоса. Сразу после этого все лазурные цветы лотоса были разбиты, несмотря на сверкающие на их лепестках руны, и существо огненной луны пришло в восторг от этого. Однако в следующее мгновение его улыбка сразу же застыла на его лице. После того, как цветы лотоса были уничтожены, вспыхнул лазурный свет, и на его пути появился еще один массивный цветок лотоса.
Глава 1567. Могущественный противник. Существо огненной луны сразу же изменилось в лице, и два его сокровища со свирепой силой полетели вперед. В то же время он начал что-то повторять, словно собирался высвободить какую-то другую мощную способность. Гигантский серебряный клинок и проекция золотого змея врезались в массивный лазурный цветок лотоса, и оба бесследно исчезли. Сердце существа огненной луны дрогнуло при виде этого, и он замер как вкопанный. Как раз в этот момент лазурный цветок лотоса внезапно начал излучать мерцающий свет, вслед за которым поднялась массивная волна света. Существо огненной луны удивилось увиденным и без колебаний активировало способность, которую он готовил ранее. Вокруг его тела закрутился красный свет, а в воздухе возникло бесчисленное количество красных лезвий размером с ладонь. Все красные лезвия стали вращаться вокруг него, образуя торнадо, защищавшее его тело внутри. После этого существо огненной луны наконец вздохнуло с облегчением, и в следующее мгновение на него совершенно беззвучно обрушилась волна лазурного света. Сердце существа огненной луны содрогнулось, и он сфокусировал взгляд вокруг себя, как вокруг окружающее его пространство размылось, после чего он оказался на пышном луге. Вокруг него росла густая зеленая трава и дикие цветы самых разных цветов. Вдалеке доносились крики разных птиц. Это была завораживающая сцена естественной красоты, и существо огненной луны невольно расслаблялось при виде этого. Однако его глаза потускнели лишь на долю секунды, прежде чем он пришел в себя и воскликнул: «Это иллюзия!». Он поспешно взглянул вверх и увидел голубое небо с несколькими белыми облаками над головой, обнаружив, что лугам нет ни конца, ни края. Место, где стояло существо огненной луны, было довольно мягким и пышным, а воздух вокруг него был наполнен освежающими природными ароматами. Эта иллюзия была совершенно безупречной. Ему действительно казалось, что он находится на обширном луге. Замена. Огненная луна испустил громкий крик с мрачным выражением на лице. Затем он прикусил кончик своего языка, одновременно поднимая обе руки вверх, и красные лопасти ветра вокруг него внезапно взметнулись во всех направлениях. Воздух затрещал, и казалось, что эти острые красные лезвия способны прорезать само пространство. Перед лицом яростного нападения этих красных световых лезвий окружающие сцены начали размываться, после чего исчезли луга и голубое небо. Существо огненной луны пришло в восторг от этого. Было довольно удивительно, что столь необычно выглядящая иллюзорная техника была разрушена с такой легкостью. Однако улыбка мгновенно исчезла с его лица, как только пронзительная вспышка зеленого света вырвалась из его размытого окружения. Существо сразу же прищурилось, и из его тела вырвался красный свет, снова выпустив тысячи красных световых лезвий, образуя вращающийся защитный барьер вокруг него. Затем существо огненной луны внезапно почувствовало, что его окружение слегка потускнело, и, перефокусировал взгляд, выражение его лица снова стало мрачным. После того, как сцены вокруг него изменились, он внезапно оказался в лесу, заполненном массивными деревьями в несколько сотен футов высотой. Все они были высокие и гордые, а их пышная крона закрывала практически все небо. Было совершенно ясно, что ему не удалось избежать из иллюзий. Существо огненной луны, естественно, пришло в ярость и встревожилось, увидев это. Однако, прежде чем он успел что-нибудь сделать, земля под его ногами внезапно задрожала. Сразу после этого все окружающие деревья начали опрокидываться в одном направлении, как если бы они были хрупкими зубочистками, и бесчисленные массивные деревья рухнули на него. Сердце существа огненной луны содрогнулось от шока, и острые лезвия вокруг его тела снова мгновенно разлетелись во все стороны. Все падающие деревья были разорваны вспышками красного света, но прежде чем они смогли поразить свою цель, как раз когда существо огненной луны собиралось снова попытаться сломать иллюзорную технику, внезапно раздался ряд глухих ударов. Многие из его световых клинков врезались в странную черную тень. Все красные лезвия, поразившие объект, исчезли в мгновение ика, а черная тень увеличилась в несколько раз от своего первоначального размера и обрушилась на него с разрушительной силой. Это была черная гора высотой более 1000 футов. Существо огненной луны было застигнуто врасплох, и он успел только поднять голову и, открыв рот, выпустив шар красного тумана. Казалось, что за этим шаром красного тумана что-то скрывается. Как только красный туман соприкоснулся с небольшой горой, вспыхнул красный свет, и появилось малиновое сокровище, напоминавшее деревянную доску, покрытую бесчисленными рунами, сверкающими на ее поверхности. Деревянная доска, безусловно, была весьма могущественным сокровищем, но не было никакой возможности противостоять безумному весу и силе горы эссенции божественного света. Маленькая черная гора с легкостью подавила красный свет вокруг деревянной доски, а затем продолжила спускаться к своей цели, даже не замедлившись. Дерьмо. Существо огненной луны резко изменилось в лице, но было уже слишком поздно что-либо делать. В следующее мгновение он был раздавлен этой безмерно тяжелой черной горой. В то же время окружающие сцены исказились и растворились в пятнышках духовного света. Все иллюзии исчезли,
и существо огненной луны снова появилось в небольшой долине, в которой он находился все это время. Однако он обнаружил, что парит в воздухе, а не стоит на ложе из пышной травы, а маленькая черная гора все еще падала прямо сверху вниз. В следующее мгновение раздался сокрушительный удар, и в землю врезалась небольшая черная гора, образуя огромную воронку глубиной в несколько десятков футов. Тело существа огненной луны мгновенно превратилось в груду фарша в кратере. Он был существо стадии пространственного закаливания, как и Ханли, но его физическое тело было неожиданно слабым. Будучи существом на стадии пространственного закаливания, существо огненной луны, естественно, обладало большими способностями, чем те, которые он только что показал. К сожалению, он с самого начала принял неправильное решение использовать секретную технику своего воплощения. После того, как его воплощения были застигнуты врасплох и уничтожены молниеносной бусиной, а также талисманом первозданных доспехов, по его телу были нанесены 2 сильных удара, в результате чего он заметно сдал позиции. После этого он попал в иллюзорную технику формации мечей весеннего рассвета, а гора эссенции божественного света атаковала его, будучи замаскированной иллюзиями. В результате его физическое тело было с легкостью уничтожено, не оставив ему никаких шансов на спасение. Прямо в этот момент красный свет вспыхнул от останков существа огненной луны под Черной горой, после чего вылетела бусинка размером с яйцо и во вспышке исчезла в земле внизу. Из-под небольшой горы сразу же вылетела полоска серого света, мгновенно сметая красную бусину на землю и полностью обездвиживая ее. Сразу после этого вспыхнул серый свет, и бусина яростно вылетела из земли. В то же время лазурный свет вспыхнул с вершины маленькой горы, и в воздухе появилась человекоподобная фигура и сделала хватательное движение к бусине. Бусина мгновенно оказалась в руках человекоподобной фигуры из-за огромной силы всасывания. Человекоподобной фигурой был никто иной, как Ханли, и он посмотрел на бусину в своей руке и обнаружил, что она была огненно-красного цвета. Материал бусины был блестящим и полупрозрачным, а внутри бусинки была миниатюрная человекоподобная фигура размером около дюйма. Миниатюрная фигура была полностью идентична существу огненной луны, за исключением того, что на его лбу появился едва заметный небольшой рог. «Ты действительно связан с расой Цзячи. Теперь мне довольно любопытно, какой именно расе ты принадлежишь», — с холодной улыбкой спросил Ханли, держа бусину между пальцами. Миниатюрная фигура молчала, закрыв глаза. «Раз ты так пытался заполучить мою нефритовую шкатулку, ты должен знать, что в них верно. Если ты скажешь, что там, возможно, я смогу, ты позволишь моей душе сбежать из этого места». Миниатюрная фигура внезапно прервала Ханли, открыв глаза с равнодушным выражением на лице. «Я не могу этого сделать, но я могу избавить тебя от боли, связанной с исследованием твоей души», — холодно ответил Ханли. «В таком случае мне нечего сказать. Если ты планируешь использовать на мне технику обыска души, я бы посоветовал тебе не тратить зря энергию. Существо священной расы уже наложило ограничение на мое духовное чутье. Так что даже если существо из 3 великих священных рас решит исследовать мою душу, она просто взорвется, с усмешкой сказала миниатюрная фигура с насмешливой усмешкой на лице. Ханли слегка нахмурился от его слов, какое-то время продолжая пристально смотреть на красную бусину, а затем внезапно потер руки. С раскатом грома на поверхности бусины вспыхнули золотые дуги молнии, и бусина вместе с миниатюрной фигурой внутри нее были уничтожены. Ханли не знал, говорило ли существо огненной луны правду, но он больше не мог позволить себе тратить здесь время. Также было возможно, что метка слежения была помещена в душу существа огненной луны, поэтому он не мог просто сохранить его в живых и взять с собой для будущего допроса. Таким образом, он уничтожил его без каких-либо колебаний, поскольку тот не желал предоставлять ему информацию, которую он хотел. Ханли не знал, что в тот момент, когда душа существа огненной луны была уничтожена, из большого серебряного дворца на вершине гигантского серебряного острова, парящего над городом зеленого света, внезапно раздался слабый крик удивления. «Что случилось, брат Ту?» С удивлением прозвучал вопрос. «Ограничение, которое я наложил на душу Хун-Иня, исчезло. Похоже, его убили», — ответил пожилой мужчина в серебряной мантии, нахмурив брови. На его голове был короткий малиновый рог, и он сделал хватательное движение, после чего в его руках появился голубой деревянный талисман. В центре деревянного талисмана был красный драгоценный камень, но он был разбит на несколько частей. Неужели кто-то раскрыл его, и его убила стая культиваторов? Задумался другой человек. Это был мужчина средних лет, и на нем также были серебряные одежды. Возможно, и так. В конце концов, уровень культивации Хун-Ин не стоит недооценивать, и согласно информации, которую он передал в прошлый раз, в городе Зеленого Света нет существ 3 великих священных рас, поэтому он не мог просто так погибнуть в таком маленьком городе. В качестве альтернативы, возможно, другое существо ранга священной расы проникло в город до нашего прибытия.
Если существо такого ранга появилось в городе и скрылось, то вполне возможно, что наши первые силы не заметили его присутствия, ответил пожилой человек, поглаживая бороду. В этом случае, похоже, нам двоим придется отправиться лично. Я действительно не понимаю, какие сокровища могут стоить того, чтобы оправдать мобилизацию существ нашего ранга, вздохнул мужчина средних лет, словно осознавая, какой это было головной болью. Глава 1568. Высший диск смещения небес. Даже если мы очень близки к тому, чтобы стать существами священной расы, нам все равно с ними не сравниться. Наши уровни культивации эквивалентны первому уровню священной расы, но более 10 старейших использовали секретные техники, внедряя в наше тело свою силу, чтобы мы смогли прорваться через наше узкое место. Только благодаря этому у нас есть такое же количество магической силы, как у существа первого уровня священной расы, но наше духовное чутье и искусство культивации значительно уступает. Без несколько тысяч лет напряженной культивации нет никакого способа, что мы могли бы сравниться с истинными существами священной расы. Если бы не тот факт, что у нас мало людей здесь, старейшины, скорее всего, не стали бы нас отправлять сюда в попыхах, сказал пожилой мужчина, покачав головой. Это правда, но даже в этом случае, если мы объединим наши силы, у нас наверняка будет шанс против существа первого или второго уровня священной расы, и крайне маловероятно, что существо такого ранга появится в городе Зеленого Света, кивнул мужчина средних лет. Жалко, что мы потеряли здесь Хунъиня, на лице пожилого мужчины появилось задумчивое выражение. Я слышал, что он обладал обеими родословными нашей расы Цзяочи, а также расы Огненной Луны, и что родословная расы Цзяочи происходит от твоей огненной фракции. Может быть, он был каким-то образом связан с тобой, брат Ту? С улыбкой спросил мужчина средних лет. Он действительно был моим дальним потомком. Я непреднамеренно обнаружил его и посадил в качестве шпиона в небесную облачную расу. Он обладает превосходными способностями, и вполне возможно, что однажды он смог бы достичь нашего уровня культивации. Старейшины нашей огненной фракции уже решили, что после того, как он завершит свои обязанности шпиона в небесной облачной расе, они полностью преобразуют его тело и превратят его в существо Цзяочи, кто бы мог подумать, что он падет на последнем препятствии. На лице пожилого мужчины появилось мрачное выражение. Хе-хе, не нужно грустить, брат Ту. Нам нужно только замучить его убийц до смерти, чтобы отомстить за него. Жаль, что мы не смогли поставить ему на тело метки, поскольку это могло привести к его разоблачению. В противном случае мы с легкостью могли бы найти преступников. Даже в этом случае это не имеет большого значения. Мы развернули большую часть наших войск из этого боевого ковчега, поэтому никто не сможет сбежать отсюда, с улыбкой сказал мужчина средних лет. С высшим диском смещения небес, подаренным нам старейшинами, нам, естественно, не нужно беспокоиться о том, что они ускользнут. Единственная проблема заключается в том, что таких предметов несколько, и мы не знаем, владеет ли ими звездная древняя раса. Мы должны убедиться, что заполучили эти предметы, чтобы мы не загнать этих существ в угол до такой степени, что они уничтожат эти предметы. Старейшины прямо заявили, что мы должны доставить им эти вещи в идеальном состоянии, вздохнул пожилой мужчина. Я прекрасно понимаю. Иначе зачем нам прятаться здесь, в этом боевом ковчеге? Мы пытаемся подтвердить наши цели, не давая им возможности среагировать. Наш первоначальный план состоял в том, чтобы Хунъинь поставил метки на существ, владеющих этими предметами, а затем уведомил нас, чтобы мы могли получить предметы. Теперь, когда Хунъинь погиб, мы не знаем, кто владеет этими предметами, поэтому все действительно стало куда сложнее, вслух задумался мужчина средних лет, нахмурив брови. Стало немного сложнее, но мы в силах это преодолеть. Эти предметы чрезвычайно важны, поэтому мы можем предположить, что их определенно не доверили бы существам с низкими уровнями культивации. В конце концов, мы развернули столько войск с единственной целью — захватить всех и гарантировать, что ни один низкоранговый культиватор не сможет сбежать. Если бы эти люди оказались достаточно глупы, чтобы доверить эти предметы низкоранговым культиваторам, тогда наша работа была бы намного проще. Таким образом, область нашего поиска может быть значительно сужена. Я думаю, что предметы, скорее всего, несет существо среднего или высшего ранга. Конечно, если здесь появилось существо священной расы, то предметы, несомненно, будут у него, медленно и методично проанализировал пожилой мужчина. Это действительно значительно минимизирует объем наших поисков. Мы оставим существ среднего ранга крылатым змеем, но мы должны уничтожить существа 3 высшего ранга лично, мужчина средних лет согласился, кивнув головой. Оставь здесь 2 генералов, а остальных мобилизуй. Судя по тому, сколько времени прошло, о подавляющем большинстве этих низкоранговых существ уже позаботились. Без их вмешательства высший диск смещения небес должен быть в состоянии с легкостью отследить приблизительное местонахождение этих высокоранговых существ, пробормотал пожилой мужчина.
Мужчина средних лет ничего не ответил, но на его лице тоже появилось задумчивое выражение. В этот момент гигантские соколы и существа в серебряных доспехах на каное обыскивали город в поисках посторонних существ. Большинство из них были убиты или взяты в плен, и лишь небольшая часть существ с продвинутыми техниками маскировки пряталась поблизости, надеясь выжить в этом испытании. Все существа более высокого ранга уже покинули город, и их преследовали крылатые змеи. Одним небесам было известно, будут ли их продолжать преследовать или нет. Однако бронированные воины и двуглавые соколы просто обыскивали близлежащую местность, не проявляя никакого намерения оказать помощь этим змеям, и это было четким показателем того, насколько устрашающими были эти крылатые змеи. Пока гигантские соколы прочесывали город снова и снова, из тайных укрытий время от времени вырывались световые полосы, которых мгновенно убивали преследователи. К этому моменту Хань Ли находился примерно в 40 километрах от города Зеленого Света. Битва, которую он вел против существа огненной луны, казалось, была чрезвычайно интенсивной и, несомненно, могла вызвать массовое волнение, но на самом деле духовным колебаниям не удалось вырваться из формации мечей весеннего рассвета, которую он установил. Даже изумительная звуковая волна, выпущенная этим лазурным колоколом, была полностью поглощена формацией меча. Таким образом, несмотря на то, что их битва произошла очень близко к городу Зеленого Света, никто из существ Цзяочи ничего не заметил. Как только Хань Ли уничтожил душу существа огненной луны, он заполучил нефритовую шкатулку и кровавую золотую таблетку, а затем испепелил его тело. После этого он спрятал свои сокровища и меч, а затем ускользнул, использовав один из своих талисманов невидимости высшего зенита. Благодаря способности маскировки его талисмана невидимости высшего зенита даже существам такого же ранга, что и Хань Ли, было бы чрезвычайно трудно обнаружить его присутствие, поэтому существа Цзяочи, которые были развернуты на поиски, естественно, не могли отслеживать его. Таким образом, Хань Ли смог пролететь мимо нескольких двуглавых соколов и черных каноэ, и существа Цзяочи совершенно не заметили его. Что касается большеголового и зеленокожего существа, Хань Ли понятия не имел, куда они сбежали. Однако им пришлось пожертвовать частью своей скорости ради скрытности и незаметности, поэтому они, скорее всего, все еще находились в нескольких сотнях километров от города Зеленого Света. С такими мыслями в голове Хань Ли продолжал двигаться вперед. При этом он постоянно осматривал свое окружение и летел туда, где было меньше всего преследователей из расы Цзяочи. Вскоре после этого Хань Ли оказался в нескольких сотнях километров от города Зеленого Света, и врагов больше не было видно. Обнаружив это, он вздохнул с облегчением, но все еще не осмелился деактивировать свой талисман невидимости. Кто знал, есть ли у расы Цзяочи какие-то особые секретные техники или сокровища, которые могут обнаружить его присутствие даже за тысячи километров. Хань Ли не знал, что осторожность, которую он проявлял, действительно окупилась. Пока он улетал все дальше и дальше от города Зеленых Светов, 6 черных теней парили в воздухе над массивным Серебряным островом. Двое из них были пожилым мужчиной и мужчиной средних лет, которые ранее разговаривали во дворце, а остальные 4 также выглядели важными существами. В этот момент все 6 кружили вокруг золотого сокровища, которое медленно вращалось на месте. В центре сокровища была стрела длиной несколько дюймов, которая беспорядочно расширялась и удалялась. На диске была вырезана серия кругов для калибровки, и в то же время из диска выходили золотые руны, зависнув в воздухе над ним. 6 существ пристально смотрели на золотой диск, и, повернувшись несколько раз, стрела внезапно вздрогнула и резко остановилась. Стрелка также расширялась и сжималась, а затем опустилась между 2 калибровочными кругами и полностью остановилась. Хорошо, мы выследили 4 самых могущественных существ. Вы 4 разделитесь на группы по 2, а 2 других оставьте нам. Судя по реакции, отображаемой диском, они должны быть существа 3 высших рангов священной расы. Когда вы их найдете, постарайтесь сразу не атаковать, если этого можно будет избежать. После того, как мы позаботимся о 2 других, мы присоединимся к вам. Запомните, если они попытаются что-то разрушить, остановите их любой ценой. Вы вчетвером можете взять с собой пару крылатых змеев, этого будет достаточно, холодным голосом проинструктировал пожилой мужчина, переведя взгляд с золотого диска. Так точно. Поспешно ответили 4 существа и почтительно поклонились. Хорошо, раз уж мы закончили распределять соответствующие обязанности, приступаем немедля. Даже ближайшая из наших 4 целей уже находится в нескольких сотнях километров, поэтому время имеет решающее значение, призвал мужчина средних лет. 4 существа в унисон кивнули, после чего пожилой мужчина внезапно издал долгий крик. С массивного Серебряного острова вспыхнул золотой свет, вслед за которым вылетела дюжина или около того дополнительных золотокрылых змеев. После нескольких вспышек они поднялись в воздух над 6 людьми, а затем начали кружить над их головами. Пожилой мужчина невыразительно махнул рукой, и все 4 существа вырвались вперед в виде полосок золотого света. 8 крылатых змеев последовали за ними.
Два оставшихся крылатых змея молча ждали дальнейших приказов. В этот момент пожилой мужчина повернулся к золотому диску, и на его лице появилось своеобразное выражение. Внезапно он сделал печать заклинания и выпустил луч красного света, который мгновенно исчез в диске, после чего стрелка снова начала вращаться. Через короткое время стрелка остановилась в определенном направлении. Это было не что иное, как направление, в котором убегал Хань Ли. Глава 1569. Техника кровавого закаливания. Что случилось, брат Ту? Ты все еще обеспокоен тем, что движется в том направлении? Спросил мужчина средних лет. Да. Диск реагирует на это направление, но интенсивность реакции сильно колеблется. Иногда это существо кажется самым сильным из всех, но в других случаях диск вообще почти не реагирует на него. Это действительно довольно странно, ответил пожилой мужчина с нерешительным выражением лица. Похоже, это существо либо обладает сокровищами, которые могут помешать обнаружению высшего диска смещения неба, либо он действительно обладает огромной магической силой, позволяющей ему раскрыть способность, которая может замаскировать его уровень культивации, проговорил мужчина средних лет. Возможно. Будь это первый случай, было бы хорошо, но если второй подтвердится, мы не можем позволить ему сбежать. Я предлагаю сначала направить 2 крылатых драконов, чтобы провести расследование. После этого мы можем принять решение, предложил пожилой мужчина. Я тоже считаю, что это самое мудрое решение. Если все пойдет гладко, то с этим вопросом можно будет разобраться в течение полдня, усмехнулся в ответ мужчина средних лет, явно придерживаясь мнения, что разобраться с существом стадии пространственного закаливания определенно не будет сложной задачей. Услышав это, пожилой мужчина кивнул, а затем громко вскрикнул. 2 золотых крылатых змея над головой мгновенно отреагировали и полетели в том направлении, куда указывала стрелка на диске. Спустя несколько мгновений они исчезли вдалеке. Пожилой мужчина и мужчина средних лет, немедля, метнулись в разные стороны в виде полосок разного цвета. Один из них вспыхнул белым светом, и его тело постепенно приняло практически невидимую форму. Полоска другого цвета, пролетев в воздухе около 10 километров, выпустила облако пурпурного тумана, полностью скрыв ее. Через некоторое время пурпурный туман также исчез вместе с полосой света внутри него. В воздухе над небольшим холмом, верхом на духовном гекконе, восседал чужеземец с желтыми щеками и парой щупалец, которые росли из его головы. Геккон был всего около 10 футов в длину, и от его тела исходил слабый слой желтого света, позволяющий ему полностью сливаться с почвой внизу. Под маской этого слоя желтого света чужеземец и его верховой геккон были чрезвычайно осторожны, что очень затрудняло обнаружение их присутствия невооруженным глазом. Чужеземное существо выглядело довольно встревоженным и регулярно оглядывалось назад, проверяя, не появились ли на горизонте какие-нибудь преследователи. Это существо находилось на ранней стадии пространственного закаливания, но он не был одним из тех, кто бежал из города вместе с Хань Ли и большеголовым существом. Оказалось, что помимо этих 4 существ, в городе скрывались и другие существа высокого ранга. Это существо каким-то образом избежало обнаружения большеголовым существом и воздержалось от контакта со всеми другими существами высокого ранга. Кроме того, он все это время скрывал свой уровень культивации и не хотел объединяться с другими существами стадии пространственного закаливания, поскольку это, несомненно, сделало бы его одной из главных целей расы Цзяочи. Даже после того, как городские ворота были открыты, он бежал вместе со всеми низшими существами, выдавая себя за них. В настоящее время он уже находился на расстоянии 1000 километров от города Зеленых Света, а это уже было безопасное расстояние в большинстве случаев. Однако на лице чужеземца все еще сохранялось беспокойство. По какой-то причине не так давно его охватило дурное предчувствие, и с тех пор это чувство только усилилось. Он был из расы Чарующего Сердца, небольшой расы на Громовом континенте, но они обладали редкой природной способностью, которая позволяла им чувствовать опасность более остро, чем другие существа. Таким образом, он не осмеливался игнорировать это чувство беспокойства в своем сердце и очень осторожно осматривал свое окружение. Внезапно он слегка изменился в лице, словно что-то заметил. Он сильнее прижал свои ноги к бокам своего верхового геккона, и духовный зверь немедленно остановился. В то же время он также начал осматривать окружающее пространство своими большими красными глазами. Внезапно рядом с чужеземным существом вспыхнула вспышка белого света, вслед за которой во вспышке появилась человекоподобная фигура. Фигура подняла руку, и в воздухе промелькнула полоса мощной ци меча. Золотой меч ци был невероятно ослепительным для созерцания, и он достиг чужеземного существа в мгновение ока. Сердце существа расы Чарующего Сердца содрогнулось от шока. Если бы не его острые инстинкты, то, скорее всего, был бы застигнут врасплох и убит этой атакой. К счастью, он был начеку, и перед ним во вспышке черного света внезапно появился маленький черный щит.
В то же время из его тела раздался жужжащий звук, и вокруг него возникло 3 световых барьера, соответственно малинового, желтого и зеленого цвета. Верховой геккон существа чарующего сердца также резко встряхнул своим телом, и его удивительно длинный хвост пронесся по воздуху черной тенью. В то же время он открыл пасть и выплюнул в сторону фигуры в белом шар гнилостно-зеленой жидкости. Как и ожидалось от существа стадии пространственного закаливания, он был способен создать быструю последовательность защитных мер, несмотря на то, что его так внезапно атаковали. Тем не менее, золотой меч Ци, выпущенный фигурой в белом, с легкостью пробил черный щит своей разрушительной мощью и врезался в 3 световых барьера. Маленький черный щит был разрезан пополам и рухнул. Существо расы чарующего сердца не поверило своим глазам. Затем золотой меч Ци ударил трехцветный световой барьер вспышкой яркого света, после чего 4 цвета переплелись и столкнулись в череде непрерывных взрывов. Трехцветный световой барьер сумел выдержать атаку. Шар из зеленой жидкости и мощный хвост геккона также ударили одновременно белую человекоподобную фигуру, но там лишь слегка покачнулось, и атаки прошли через его тело, словно это была простая иллюзия. Что это за способность? Сердце существа чарующего сердца содрогнулось от шока, глядя на своего противника. В то же время он быстро перевернул руку, и на его ладони во вспышке духовного света появился серебряный талисман. Затем он взмахнул запястьем, словно собирался швырнуть талисман в воздух, но прямо в этот момент легкий ветерок внезапно пронесся в воздухе позади него, после чего, словно из воздуха, появилась едва заметная человекоподобная фигура. Человекоподобная фигура практически была призрачным образом, не вызывая никаких духовных колебаний. Таким образом, существо чарующего сердца совершенно не заметило внимания на то, что позади него появился второй враг, и он резко поднял руку в воздух. Талисман в его руке резко превратился в бесчисленные дуги серебряных молний, устремившиеся к врагу впереди. С раскатом грома серебряная молния взорвалась, окутав белую фигуру. Как только серебряная молния высвободилась, палящая аура заполнила все близлежащее пространство, создав довольно грозную атаку. Тем временем зловещая улыбка появилась на лице полупрозрачной фигуры позади существа чарующего сердца, и она полетела вперед в виде полоски зеленого света. Произошла невероятная сцена. Трехцветный световой барьер, который был достаточно мощным, чтобы выдержать атаку золотого меча Ци, оказался совершенно неэффективным перед полоской зеленого света. Зеленый свет в мгновение пробил световой барьер и растворился в теле существа чарующего сердца, полностью игнорируя установленные защитные меры. Сразу же раздался леденящий кровь крик, и существо чарующего сердца мгновенно поднялось в воздух в отчаянной попытке сбежать с места происшествия. Однако ему удалось пролететь лишь чуть более 100 футов, прежде чем его тело сильно сжалось, и он рухнул вниз. Вся его плоть и кровь высохли прямо на глазах, и еще до того, как он приземлился на землю, он превратился в пустую оболочку. Даже душа существа чарующего сердца была полностью уничтожена во время этого процесса. Без всякого контроля серебряная молния в воздухе над головой мгновенно исчезла, тем самым снова раскрыв белую фигуру. В его руке вспыхнул золотой свет, и гигантский геккон был мгновенно расчленен на несколько кусков. Хе-хе, самодовольный смешок вырвался из иссохшей оболочки тела существа чарующего сердца, и он внезапно начал снова расширяться, мгновенно вернувшись к своей первоначальной форме, как если бы это вернулось к жизни. Оно осмотрело обе свои руки, и на его лице появилась тревожная улыбка. Затем он повернулся и махнул рукой в сторону человекоподобной фигуры в белом свете. Фигура в белом немедленно подошла к нему, и белый свет вокруг его тела исчез, открывая его истинные черты. Это был никто иной, как это существо средних лет Цзячи, однако выражение его лица было совершенно безжизненным, словно он превратился в марионетку. Эта техника кровавого закаливания действительно очень мощная, жаль, что я не могу использовать ее так быстро, как хотелось бы. В противном случае, это действительно была бы чрезвычайно полезная наступательная техника, проговорило существо чарующего сердца, глядя на мужчину средних лет перед собой. После этого он щелкнул запястьем, и его браслет для хранения вылетел вперед, вращаясь в воздухе, пока все его содержимое не выпало наружу. Чарующее сердце привлек свое духовное чутье к этой коллекции предметов и сделал хватательное движение, после чего несколько коробок полетели к нему. Он открыл коробки одну за другой и внимательно осмотрел их содержимое, но выражение его лица быстро стало мрачным. В этой коллекции было несколько довольно ценных предметов, но ни один из них не был тем, что он искал. Он указал пальцем на браслет для хранения, и полоска лазурного света пронеслась вперед, вернув все предметы обратно в браслет. Созерцательное выражение появилось на лице существа чарующего сердца, и внезапно ему в голову пришла мысль, и он поспешно похлопал себя в непривычной манере. Однако в результате его поисков он нашел только пару талисманов и 2 других несущественных предмета. Существо что-то пробормотало себе под нос и покачало головой.
Затем он сделал печать заклинания, и с его макушки вырвалась полоска зеленого света, снова превратившись в эту полупрозрачную человекоподобную фигуру. Тем временем существо чарующего сердца повисло, как воздушный шар, и снова рухнуло на землю, как пустая оболочка. Полупрозрачное существо исчезло в теле мужчины средних лет, и мужчина вздрогнул, закрыв глаза, когда слой зеленого света покрыл его тело. Спустя долгое время мужчина средних лет глубоко вздохнул и открыл глаза. Его безжизненные глаза снова ожили, и душа, казалось, вернулась в его тело. Глава 1570. Преследование. Пока мужчина средних лет расправлялся с существом чарующего сердца, зеленокожее существо неслось по воздуху в другом месте в виде прозрачного пятна. Пока не было существа священной расы, никто не смог бы обнаружить его присутствие. Таким образом, зеленокожее существо чувствовало себя относительно расслабленным по сравнению со всеми остальными после расставания с другими существами стадии пространственного закаливания, и ему самому было интересно, что было в нефритовой шкатулке, что ему дали. По словам большеголового существа, был хороший шанс, что он сможет обменять предмет в коробке на чудесную звездную таблетку, которую он желал заполучить долгое время. Значит ли это, что в коробке было что-то еще более ценное? Из-за того, что он обдумывал эти вопросы, он не заметил слабой пурпурной тени, беззвучно преследующей его снизу. В пурпурной тени таилась пара холодных немигающих глаз, наблюдая за каждым его движением. Спустя короткое время пурпурная тень, казалось, собрала все необходимые визуальные данные и внезапно вырвалась вперед, достигнув места прямо под зеленокожим существом. Зеленокожее существо прыгнуло через лес, и пурпурная нить рассчитала свое движение так, что оно совпало с моментом, когда зеленокожий приземлился в следующий раз. Из-под земли внезапно раздался оглушительный грохот, вслед за которым появилась пара больших рук, мерцающих малиновым светом, и мгновенно схватило зеленокожее существо, темно-зеленое существо, и, естественно, сильно испугалось, но среагировало довольно быстро, из его тела вырвался из его тела, и он резко повернулся, пытаясь сбежать. Однако пара рук на его лодыжках схватила их тисками и категорически отказалась отпустить его. Приступ мучительной боли пронзил его ноги, и он был не в состоянии даже пошевелиться. Наконец он резко изменился в лице, осознав ситуацию, и немедленно открыл рот, выпустив вспышку белого света, которая мгновенно ударила по запястьям рук, которые его держали. С громким лязгом белый свет отступил, раскрывая небольшой меч длиной в несколько дюймов, отраженный от удара, не оставив ни единой царапины на своей цели. Зеленокожее существо резко вздохнуло и поспешно сделало печать заклинания в попытке высвободить какую-то другую мощную способность, но было уже слишком поздно. После холодного фыркания из пары больших рук вырвался красный свет, мгновенно окутавший все тело зеленокожего существа. Красный свет был настолько горячим, что даже растопил почву поблизости в лужу лавы, мгновенно раздался леденящий кровь крик, и защитный духовный свет вспыхнул вокруг зеленокожего существа, отчаянно пытающегося сохранить ему жизнь, но его тело быстро загорелось. Между тем, недалеко от другого леса в другом месте, два существа на стадии пространственного закаливания расы Дзяочи что-то обсуждали тихими голосами, паря в воздухе. 4 крылатых змея двигались вперед, методично кружа в воздухе, как будто что-то искали. Это настораживает. Как только мы подошли к этому месту, его аура исчезла. Даже крылатые змеи не могут найти его. Кажется, это будет довольно хлопотно. На лице одного из существа Дзяочи появилось настороженное выражение. Не волнуйся, у этого существа тот же уровень культивации, что и у нас. Если он смог полностью скрыть свою ауру таким образом, это означает, что он не может двигаться, поэтому он наверняка прячется поблизости. В этом случае нам просто нужно подождать. Как только оба наших мастера будут здесь, ему не спрятаться. Сказал другой Дзяочи со спокойной улыбкой. Я думаю, это единственный способ продолжить. Первое существо неохотно кивнуло. Тем временем большеголовое существо находилось на невзрачном дереве в лесу. На его лице было нахмуренное выражение, и он был окутан странным серым плащом, полностью скрывавшим его ауру. В другом месте полоска света пролетела над горными хребтами. В полоске света было крупное чужеземное существо с головой крокодила, стремительно продвигавшееся вперед. В нескольких километрах позади него в летающей повозке размером несколько футов летели два существа на стадии пространственного закаливания расы Дзяочи, следуя за ними совершенно незаметно и незаметно. Еще дальше за повозкой находилось 4 крылатых змея, и все они летели незаметно, чтобы не дать цели обнаружить их присутствие. Все существа стадии пространственного закаливания, сбежавшие из города Зеленого Света, преследовались высокоранговыми существами Цзяочи, и Хань Ли не был исключением. В этот момент он парил высоко в воздухе, глядя вниз с намеком на удивление в глазах. 2 крылатых змея кружили в воздухе в нескольких сотнях футов под ним. Он впервые видел таких странных змеев, и они прибыли сюда совсем недавно.
Казалось, они были уверены в том, что Хань Ли находился в этом районе, поэтому они тщательно прочесывали местность, но Хань Ли все еще скрывался с помощью своего талисмана невидимости, так что два змея, естественно, не могли его обнаружить. Таким образом, им не оставалось ничего другого, кроме как сновать, как цыплята без головы. Хань Ли погладил подбородок, оценивая окружение, но не заметил поблизости других преследователей из расы Цзяочи. Таким образом, на его лице появилось холодное выражение, и думал, стоит ли ему убить этих двух надоедливых существ. Два крылатых змея были всего лишь существами стадии божественной трансформации, что они не были ему соперниками. Однако в настоящее время он все еще находился менее чем в 1000 километрах от города Зеленого Света, и если там были существа стадии интеграции тела, которые исследовали это место своим духовным чутьем, то убийство этих двух зверей могло бы раскрыть его местонахождение. Поразмыслив над этим вопросом, Хань Ли все же покачал головой и в конце концов избавился от этой мысли. Таким образом, он улетел, планируя оставить пару крылатых змей в покое. Однако затем развернулся неожиданный поворот событий. После полета чуть более 100 футов его тело внезапно вспыхнуло фиолетовым светом, после чего он внезапно потерял свою невидимость. Талисман невидимости в этот момент просто исчерпал свою силу, и этот поворот событий стал для него настоящим сюрпризом. В тот момент, когда его тело было обнаружено, оба крылатых змея немедленно подняли глаза и увидели его. Два зверя мгновенно взревели от восторга, а затем взмахнули крыльями и устремились прямо к Хань Ли. Хань Ли резко изменился в лице и сделал печать заклинания руками, после чего грянул раскат грома, и на его спине появилась пара блестящих и полупрозрачных крыльев. Он посмотрел на приближающихся крылатых змеев и холодно фыркнул. Хотя его хмыканье было не особо громким, крылатые змеи почувствовали это так, как будто удар грома разразился прямо в их ушных раковинах. Их обоих сразу же охватила острая головная боль, они одновременно взвыли от боли и попадали вниз. В этот момент Хань Ли взмахнул крыльями и мгновенно исчез, как дуга лазурной молнии. В следующее мгновение под одним из крылатых драконов произошли пространственные колебания, и Хань Ли снова появился. Он провел рукой по воздуху в сторону этого крылатого змея, и полоска лазурного меча Ци вылетела вперед, мгновенно рассекая тело змея пополам. Даже его душа была полностью уничтожена в процессе. Затем Хань Ли развернулся и снова исчез, растворившись, как лазурная нить. В следующее мгновение пространственные колебания вспыхнули рядом с другим крылатым змеем, после чего Хань Ли снова показал себя. Он прижал белую ладонь к телу крылатого змея, и оттуда вырвались вспышки пятицветного пламени, мгновенно превратив его в кусок пятицветного льда. Сразу после этого в его 5 пальцах вспыхнул золотой свет, и несколько золотых дуг одновременно ударили в глыбу льда. В результате крылатый змей был полностью измельчен вместе с глыбой льда, но оттуда попытался сбежать шар зеленого света, но также был уничтожен ударом золотой молнии. Таким образом, Хань Ли убил 2 крылатых змеев практически в мгновение ока. Однако у него не было времени стоять без дела и хвалить себя за проделанную работу. Вместо этого он немедленно улетел вдаль в виде полоски лазурного света, не предпринимая дальнейших попыток спрятаться. Если бы среди его преследователей не было существ со стадии интеграции тела, то никто не смог бы его догнать. Если бы в их рядах были такие существа, то он, скорее всего, уже привлек их внимание, поэтому талисман невидимости больше не принесет ему никакой пользы. Таким образом, лучше было сосредоточиться на скорости, а не на скрытности. В тот момент, когда 2 крылатых змея были повержены, мужчина средних лет и пожилой мужчина из расы Цзяочи переглянулись между собой, а затем перевели взгляд в сторону Хань Ли. Перед ногами пожилого мужчины и нефритовой шкатулкой в его руке была разбросана куча всякой всячины. Его глаза слегка сузились, и на его лице появилось задумчивое выражение. Однако несколько мгновений спустя он резко взмахнул рукавом, и куча предметов у его ног исчезла во вспышке света вместе с нефритовой коробкой в его руке. После этого он поднялся в воздух и полетел в направлении Хань Ли в виде полоски красного света. Между тем, из-за того, что мужчина средних лет довольно рано поразил свою цель, он уже летел в другом направлении. Он все еще сомневался, стоит ли ему развернуться и вместо этого преследовать Хань Ли, но в конце концов он покачал головой и продолжил свой первоначальный путь. Однако внезапно он стал лететь значительно быстрее, чем раньше. Он был уже довольно близко к другой цели, поэтому он, естественно, не собирался вместо этого поворачиваться, чтобы выследить Хань Ли. Он планировал сначала позаботиться о ближайшей цели, а затем развернуться и преследовать Хань Ли. Таким образом, только одно из 2 самых могущественных существ Цзяочи отправилось в погоню за Хань Ли. Летая изо всех сил, скорость существа такого ранга была поистине невероятной. Примерно через 7-8 минут после того, как Хань Ли убил крылатых змеев и скрылся с места происшествия, он изменился в лице и оглянулся. Вдалеке прямо на него неслась полоса красного света. Полоска красного света смогла охватить более 1000 футов всего за одну вспышку, и она летела вдвое быстрее, чем Хань Ли. Синий свет вспыхнул в глазах Хань Ли, позволив ему заметить фигуру в красном свете.
Затем он направил свое духовное чутье на своего преследователя, и его сердце чуть не ушло в пятки. Этот культиватор действительно был на стадии интеграции тела. К счастью, он был только на ранней стадии. Даже если он не сможет выиграть эту битву, побег определенно не станет для него проблемой. Помня об этом, Хань Ли снова вернулся к своему обычному спокойному выражению лица.